предыдущих 4 роликах в этом плейлисте мы с вами спроектировали мощный каркас для управления вашей компанией и бизнесом. У вас есть теперь правильная оргструктура по потоку. Команды знают, за что отвечают. У вас есть сквозной план. Все видят, что и когда делать в рамках своей зоны ответственности и целей компании. И у вас есть честные финансы. Вы понимаете, сколько и когда будет денег. И вы приходите в понедельник утром на работу, а там продолжает царить хаос. Начальник цеха в панике. Мне привезли детали из другого цеха, сорвем заказ. Продажник кричит: клиенту срочно нужно изменить очередность отгрузки продукции. Снабженец в ступоре. Материал привезли не в полном объеме. И вы опять главный пожарный в вашей компании. Это типичный день многих руководителей. Я уже 25 лет в промышленности. Прошел путь от слесаря по сборке в цеху до кабинета генерального директора. Видел все эти пожары. Сейчас я помогаю владельцам и руководителям компании сделать тот самый переход к реальному порядку. Когда ваша система работает эффективно, а вы перестаете быть главным пожарным в своей компании. На этом канале делюсь только практикой и реальным опытом комплексного управления предприятиями. Эти знания сам собирал по крупицам на протяжении четверти века. И теперь делюсь ими с вами. Таких работающих методик в открытых источниках практически нет. Если в моих роликах вы узнаете свои насущные проблемы, добро пожаловать ко мне. Записывайтесь на личные консультации или на полный проект для вашей компании. Ссылка в описании под видео и в описании канала. И вот вы снова бежите в цеха или в свои подразделения тушить пожар. Все ваши красивые таблицы и схемы летят в мусорку, потому что уже сейчас срочно нам нужно решить те проблемы, которые сейчас возникли. Думаю, это знакомо 90% руководителей среднего высшего звена и владельцам компании. Это ловушка, где вы, руководители, как белка в колесе собственной компании. Крутитесь, а бизнес на месте. Потому что даже самая лучшая система не работает без ежедневного механизма управления. И в этом ролике мы обсудим с вами инструмент номер 4. Это последний кирпичик архитектуры управления. Он как раз склеивает все эти первые 3 инструмента между собой, чтобы они работали как единый механизм. И эта система работает более эффективно, которая освободит вас от роли пожарного. Смотрите ролик до конца. И вот вы проводите бесконечные оперативные совещания для тушения этих пожаров, которые съедают до 30% вашей прибыли. Как это остановить? Давайте проведем честную диагностику вашей ежедневной планерки. Узнаете ситуацию, начинаете в 9:30. Длится до 2,5 часов одна планерка. Каждая отчитывается о вчерашнем дне, о своей ретроспективе. 80% информации на совещании никому не нужна. Проблемы озвучиваются только, чтобы найти виноватого. Решение не принимается. Вместо этого создаются рабочие группы, отдельные проекты оптимизации, производственная система, которая лишь имитирует деятельность. Итог: руководитель берет все на себя. Ладно, я сам позвоню поставщику. Включается ручной режим в компании, и он называется ежедневный микроменеджмент. Последствия для руководителей. Через месяц вы выгораете, команда демотивирована, проблемы повторяются, а прибыль падает. Затраты ваши растут, результата нет. Компания вся работает на износ. И корень проблемы в том, что руководство управляет людьми, а не системой. Вы слушаете отчеты о деятельности, а не анализируете отклонения от плана. Мы слушаем эти красивые отчеты, которые создают иллюзию контроля, но они не отражают реального положения дел вашей компании. Это и есть чистый микроменеджмент, который съедает до 30% вашего времени и всей компании. И вот решение. Вместо этих красивых отчетов и презентаций о деятельности подразделений нужно делать анализ отклонений. Ключ к этому — контроль исполнения через план-фактный анализ производственной программы, плана продаж, плана закупок и главных наших финансовых метрик БДР, БДС и баланс, которые связаны со сквозным планом всех подразделений нашей компании. И только это показывает реальную картину и позволяет принимать правильные управленческие решения. Друзья, ваши истории, вопросы и проблемы, похожие, о которых я рассказываю в роликах, пишите в комментариях. Это самое ценное для нашего канала. Пожалуйста, делитесь ими каждому ролику. А чтобы YouTube рекомендовал наши видео другим зрителям и этот канал рос, нам очень важна ваша поддержка. Лайки и подписки на канал приветствуются. По возможности смотрите ролики до конца.
Спасибо, что вы так активны. Это лучшая помощь от вас для развития нашего канала. Чтобы не пропустить новые ролики об управлении, жмите на колокольчик. И вот, кстати, анонс. Скоро выйдет исторический обзор, как менялись подходы управления в России с 2001 по 2026 год. Это поможет нам всем понять корни сегодняшних проблем в промышленности и в других отраслях. И увидеть путь к изменениям в Институте управления всеми отраслями нашей большой страны. Ну что, давайте мы заменим с вами ваш двухчасовой совещательный марафон на 30-минутную планерку у дэшборда. Вот ее алгоритм, который можно внедрить вам уже завтра. Правило номер 1. Смотрим все на один дэшборд с единым источником данных для всех участников процесса создания продуктов или услуг для клиентов. Не в своих отдельных кабинетах и отдельных планах по функциям компании, а в едином сквозном плане компании, где видна ключевая информация по всем заказам компании. Для производства этап производства, производственный план. Для отдела продаж план продаж связан с планом производства. Для закупки план закупок интегрирован с планом производства. Нет презентаций, разрозненных от каждого подразделения, нет долгих разговоров о поисках виноватых. Правило номер 2. Все смотрим только 3 критерия по всем этим направлениям. План на вчера, что должно было быть сделано к сегодняшнему утру, берем из нашего сквозного плана. Факт исполнения, что сделано фактически. Зеленый маркер сделано, все хорошо, красный, есть отклонение, разбираемся. Соответственно, третий шаг – причина отклонения и решение. Если красный маркер появился в ячейках на едином дэшборде, отвечает только то подразделение, которое допустило сбой в потоке и предлагает само решение. Максимум 2 предложения. Станок номер 3 сломался, ремонт до 14:00, график сдвигаем на завтра, клиента предупредили. Никаких оправданий и разборов, как было раньше. Правило номер 3. Роли поменялись. Руководитель – вы. Не решаете проблемы. Вы задаете один вопрос. Какое решение вы предлагаете? Команда, участники потока создания продукта решают сами проблемы. Они предлагают, сдвинем эту задачу, компенсируя здесь, позвоним такому-то клиенту, позвоним в такое-то подразделение. Ваша роль остается только утвердить или скорректировать их решение. Вы теперь архитектор, который следит, чтобы здание не развалилось, а не прораб, который таскает кирпичи. Правило номер 4. Фиксируем одно решение и одного ответственного. Не иконостас, как всегда это делается обычно, только один ответственный. Все решения заносятся в общий дэшборд управления до планерки, она же сквозной план. И все в режиме реального времени. Задача до 14:00 договориться с клиентом о переносе, ответственный Иванов. Вот и вся планерка за 30 минут. Никакой воды, только данные, причины и решения. Когда мы внедрили такую систему на заводе, произошла тихая революция. Гендиректор и главный инженер проводили в совещаниях по 6-8 часов в день. И только после 17:00 могли наконец поработать и заняться своими непосредственными задачами. 80% их времени – это решение оперативных проблем, по сути тушение пожаров. Люди ждали указания сверху, инициатива равна нулю. Полная централизация власти. Стало через месяц такого оперативного управления. Утренняя планерка по сквозному плану на общем едином дэшборде управления проходила уже за 30 минут, и все смотрели единую информацию. Вечерняя сверка итогов работы по планам также завершалась в течение 30, максимум 40 минут. Итого 30-60 минут в день на оперативное управление против прежних 6 часов в день. И сколько бы таких часов освободилось у вас для стратегии, развития бизнеса, если сократить длительность пожарных совещаний в день с 6 часов до 1 часа? Что изменилось в поведении людей? Первое. Начальники цехов перестали бегать к генеральному директору. Они стали сами собирать свои планерки с мастерами, самостоятельно решать проблемы в своих границах ответственности и договариваться с другими подразделениями самостоятельно, без вмешательства генерального директора. Второе. Появился единый язык данных. Вместо «у нас все плохо» звучало «график отстает на 8 часов по операции номер 5, причина отсутствия упаковки». Решение: запустили замену из страхового запаса, поставщику выставлена претензия. Третье. Руководство освободилось от микроменеджмента, у него появились те самые 3-4 часа в день на стратегию, развитие и переговоры с ключевыми клиентами. Как запустить такую систему у себя? Не ждите подходящего момента. Подходящий момент – это уже ваш следующий проблемный заказ. Он уже настал. Запустите пилот на нем, и вы увидите первые изменения уже за неделю. Вот ваш план. День первый, понедельник. Выберите один любой заказ, который у вас сейчас горит. Тот самый, с которым больше всего проблем. Например, сборка и отгрузка изделия А. Соберите его команду, которая участвует в его создании
реализации изготовления. Только те функции, которые реально участвуют в этом заказе. Не собирайте все службы предприятия, пожалуйста. Половина будет сидеть и играться в телефоне на этих совещаниях. День второй, вторник. Подготовьте единый дэшборд управления. Распечатайте или выведите на экран график работ по этому потоку на текущую неделю. Это будет ваш главный прибор управления. Сквозной план мы с вами делали в ролике про сквозное планирование. День третий, среда. Проведите первую планерку. В 9:00 откройте этот единый дэшборд. Скажите команды: коллеги, смотрим только в один единый источник данных, в этот сквозной план. Смотрим факты и причины срывов срока. Увидели красную зону? Предлагаем решение. Я только говорю «да» или давайте рассмотрим вариант «Б». Дни 4 и 5, четверг, пятница. Повторите и закрепите эти навыки управления у своих руководителей, в своих подразделениях, через единый дэшборд. Теперь у вас в компании только один источник правды, и он единый для всех. Ваша задача не сорваться в старый формат управления через разрозненные отчеты. Не давайте готовых решений, задавайте вопросы, что вы предлагаете, кто возьмет на себя ответственность, до какого числа решите эту проблему. Децентрализируйте, наконец-таки, власть в этой системе управления. Ну и день шестой, это следующий понедельник. Проанализируйте, как отработали первую неделю в таком формате управления. Спросите команду, стало ли лучше, яснее, быстрее ли вам что-то подкорректировать в процессе. Вы сами увидите, что 80% проблем команда научилась решать без вашего участия. Это и есть управление системой, а не людьми и задачами. Вы управляете не людьми, а процессом принятия решения в команде. Итак, мы с вами вместе прошли этот путь и спроектировали вашу архитектуру управляемого бизнеса. У нас теперь есть все 4 кирпичика будущей архитектуры. Кирпичик номер 1 – это структура по потокам. Кирпичик номер 2 – это сквозное планирование. Кирпичик номер 3 – это ваши честные финансы. И кирпичик номер 4 – это оперативное управление и как этим всем ежедневно управлять. По отдельности каждый кирпичик дает улучшение на 10-20% в производительности вашего бизнеса или компании. Но вместе они, как система, они дают эффект умножения. И рост производительности может достигнуть 200-300%, потому что они усиливают друг друга. Планерка работает только потому, что есть единый план, кирпичик номер 2. План реален только потому, что есть сквозные команды и оргструктура построена по потокам. Это инструмент номер 1. И ваши финансовые прогнозы точны только потому, что план выполняется через оперативное управление вашими всеми процессами. И сейчас я хочу вам подчеркнуть одну очень важную вещь. Сейчас, в последнее время, в управлении компанией используют в основном, как это мы называем, операционная деятельность. Да? И все руководители погружаются в операционку. И они все мечтают выйти из этой операционки. Так вот, чтобы из нее выйти, и она помогала, наоборот, вашим сотрудникам, вам, вашей компании, чтобы она работала целостно, нужно сначала, очень важно, да, составить оргструктуру по потокам, потом через эту оргструктуру наложить сквозной план, чтобы каждый понимал, что когда ему делать, и связать все это с вами, с вашими финансовыми показателями, БДР, БДС и баланс. И только потом накладываете это оперативное управление на всю эту архитектуру. Да? Все эти 4 инструмента, они должны работать вместе. А сейчас в основном как происходит? Все пытаются управлять через микроменеджмент и задачи, через оперативное управление. И она превращается в эту операционку, с которой вы все мечтаете выйти. Поэтому перед тем, как перейти к качественной, эффективной, да, операционке, повторюсь, нужно выстроить 3 инструмента перед, и только потом на это накладываем оперативное управление. И тогда ваш бизнес будет приносить прибыль, вы будете повышать производительность, и компания ваша будет расти. Итак, вы организовали системное управление вашей компанией и бизнеса в целом. Вы молодцы. И теперь, когда у вас в голове сложилась картина каждого кирпичика, который мы с вами ранее обсудили, пришло время увидеть, как из них строится целое здание. В 10-м главном ролике я соберу для вас все 4 кирпичика в единую схему управления. Вы увидите не просто схему, а принцип работы целого механизма. Как эти кирпичики создают не стену, а самообучающую систему, где каждый процесс усиливает другой. Архитектура управляемого бизнеса – это не теория, а точный инженерный чертеж механизма для эффективного управления вашей компанией или бизнесом, который вы сможете примерить уже завтра. Это будет момент сборки вашей архитектуры управления, к которому мы все с вами вместе шли эти 9 роликов. Не пропустите этот ролик, он очень важен для вас, руководителей, и для ваших сотрудников. А пока
Пишите в комментариях, сколько часов в день вы тратите на тушение пожаров и такие подобные совещания. Давайте измерим масштаб проблемы в ваших компаниях и обсудим готовые решения выхода из этих проблем в заключительном ролике этого плейлиста. Он будет по счету 12-м. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и готовьте вопросы. Ролик об архитектуре управления будет ответом на главный вопрос: как же все это работает вместе. До встречи на сборке.